Хроника путешествий по России. Часть 6. Шуманы в Твери. Путь четы Шуманов лежал после петербургских гастролей в Москву. Но был на этом пути старинный русский город Тверь, о посещении которого до своей поездки в Россию ни Роберт, ни Клара не могли и подумать. Пребывание в северной столице принесло Роберту Шуману не только тепло искренних встреч с благородными и талантливыми людьми, не только долгожданное и справедливое признание его в России замечательным композитором, но и совершенно неожиданную возможность обретения утраченных родственных связей. Было решено остановиться в Твери на пути в Москву, где будут продолжены выступления Клары Шуман. Из молодой северной столицы России в старую столицу Москву семья Шуманов выехала 21 марта. Великий Новгород произвел на Шумана впечатление города древнего, самобытного, наверное, похожего на Москву с ее церквями и Кремлем. В Валдае взгляд Шумана остановился на местных девушках, поразивших его своей красотой. А в Торжке он с похвалой отозвался об обеде на кружевных скатертях в хорошем трактире, где подавали натуральные отбивные. Затем Шуман, практически единственный из всех иностранцев, проезжавших по России и оставивших воспоминания о своих путешествиях, отметил красоту русской природы, особенно под селом Медное. Он был восхищен окрестностями села и рекой Тверцой, который назвал дивными местами. К вечеру 24 марта были уже в окрестностях Твери, и Шуман отметил старинный Николо-Малицкий монастырь, стоявший прямо в лесу. А вскоре показалась и Тверь, которая, по мнению Роберта, в вечернем освещении выглядела очень своеобразно. Лунной ночью прибыли в город и направились к дому дяди Карла фон Шнабеля. Дядя Роберта Шумана был родным младшим братом матери композитора Иоганны Христианы Шнабель. Он закончил медико-хирургическую академию в Дрездене и пошел по стопам своего отца Абрахама Готлоба Шнабеля, дедушки Роберта Шумана, тоже хирург. В 1808 году по приглашению российского правительства Карл Абрамович Шнабель стал служить в наших войсках в ранге врача 2 класса, соответствовавшего чину титулярного советника. Когда он служил в Оренбурге, на Урале началась эпидемия оспы. Карл Абрамович проявил себя как талантливый и бесстрашный врач и был отмечен наградой Министерства полиции. В 1811 году его перевели на должность инспектора врачебной управы в Тверь, где он пользовался покровительством генерал-губернатора принца Георга Ольденбургского и его супруги, великой княгини Екатерины Павловны. За заслуги он был пожалован орденом святого Владимира IV степени. Высочайшим указом ему было поручено курировать больницы приказа общественного презрения и пользовать больных придворного штата. Карл Абрамович особенно отличился во время Отечественной войны 1812 года. Он участвовал в наборе Тверского ополчения, а потом гасил вспышку эпидемии среди проходивших через Тверь военнопленных французской армии. От великой княгини Екатерины Павловны за безупречную службу он получил золотую табакерку с рескриптом, то есть с выражением благодарности, а от великого князя Николая Павловича, будущего императора Николая I, бриллиантовый перстень. В 1823 году Карл Абрамович удостоился за безупречную выслугу ордена Святой Анны III степени. Дом дяди Шумана на Троицкой улице, видимо, был построен или приобретен им в 1810-е годы. Это большой деревянный дом в 5 окон с мезонином, с 7 комнатами, печами, надворными постройками, каретным сараем, конюшней, людской и огородом. Такой добротный дом указывал на зажиточность владельца. Правда, в доме на Троицкой, когда туда вошли Клара и Роберт, никого не было. По выражению Роберта, гости нашли опустевшее гнездо. Дело в том, что все уехали в имение Шнабелей в Кузовинской волости Новоторжского уезда, а сейчас это Лихославский район, отмечать день рождения Карла Абрамовича. Ему исполнялось 70 лет. Туда на завтра ждали и Шумана. Немецкие диаспоры в российских городах были очень дружны.
Поэтому вскоре в доме появился друг семьи Шнабелей доктор Альбертс, помогавший гостям изъясняться с русской прислугой, которая, по словам Клары, с ног сбивалась, чтобы им угодить. К их приезду все уже было приготовлено. Роберт отмечал, что их устроили в высшей степени замечательно. Клара вспоминала о тихой и милой атмосфере дома, где им пришлось остаться совсем одним на ночь, чтобы в спокойной обстановке получше ознакомиться с положением дел в хозяйской семье. Они узнали о жизни тверских Шнабелей многое из того, что их интересовало. Прежде всего, сын Карла Абрамовича, Карл Карлович Шнабель, кузен Роберта, был крестником при рождении своем в Германии отца Роберта, Августа Шумана. С двоюродным братом своим он увидится на следующий день, на семейном празднике у Карла Абрамовича. Карл Карлович был капитаном Тверской жандармерии, офицером, отмеченным многими наградами за 25 лет безупречной службы. Был женат он трижды и вскоре собирался по болезни выйти в отставку и с женой своей Амалией посвятить свою жизнь детям. Жива была и старая тетушка из Мейсена, которая тоже ждет их завтра. Ночь была уютной и спокойной. Клара вспоминала уютные и мягкие немецкие постели. Роберт – луну, которая ночью заглядывала в спальню. На следующий день отправились в Сосновицы, имение дяди, которое потом, как и дом на Троицкой, перейдут во владение сына Карла Карловича. Клара вспоминала, что 25 марта в 7 часов утра в прекрасную солнечную погоду выехали в Сосновицы на санях дяди, запряженных тройкой лошадей цугом, завтракали в пути на санях. В час дня приехали к празднованию дня рождения дяди. Как все радовались! Старик уже много лет никого из своих не видел, а Роберта совсем не знал. Роберт отмечал приподнятое настроение, которое всех охватило. И все они были окружены теплом и заботой, как напишет Роберт. Мы погрузились в настоящий русский деревенский быт. 2 дня, проведенные читой Шуманов в Сосновицах, прошли в беседах и прогулках по аллеям усадебного парка. Усадебный дом, в котором жили дети Карла Карловича, Федор и Вильгельм Шнабели, до 1917 года не сохранился. На его месте сейчас Дом культуры, но известно, что он был деревянный, одноэтажный, с балконом и мезонином, обшит тесом, был обращен фасадом на деревенскую улицу. Об усадьбе напоминают остатки парка с великолепной старинной липовой аллеей, которую здесь называют аллеей Шумана, и 2 пруда. Был еще и третий с островом посередине, где летом семья собиралась на чаепитие. В путевом дневнике Клара записала тогда: Роберту пришлось дяде многое рассказать и многое от него услышать. Дядя показал ему письма его родителей. Казалось, старик прямо ожил от радости, что смог увидеть перед смертью любимца своей сестры, которую он очень любил. Конечно, все Шнабели знали о музыкальной карьере Роберта и страстно верили в его талант. Но старик Шнабель с огорчением писал, что в России еще очень мало знают о его племяннике. Потому ноты с произведениями Роберта ему пришлось заказывать в столичных магазинах. В доме Шнабелей в Сосновицах собралось новаторское дворянское немецкое общество и их соседи, русские дворяне. Все они приехали поздравить Карла Абрамовича, очень уважаемую в губернии личность, с 70-летием, и, конечно, познакомиться с европейски известным композитором и его женой-пианисткой. Из дневника Клары Шуман. Понедельник, 27 марта. Прощались с дядей. Наверное, мы его больше никогда не увидим. Тетя поехала с нами в город. Молодые Шнабели отправились накануне. Мы поехали впереди, а старая тетя в кибитке за нами. Правда, на обратном пути, по вине ямщика, лошади заскользили, а одна и вовсе упала. Все это было очень опасно и неприятно. Но испорченное было настроение улучшилось после остановки в одной избе, где им был подан завтрак, и русская старушка, любуясь Робертом, сказала: «Такому красивому молодцу, ну как не радоваться?» 27 марта прибыли в Тверь. Катались по городу, любовались Волгой. Еще в XVIII веке Твери, одному из старейших русских городов, известных с XII века, был придан строгий европейский вид. Она славилась своей планировкой, основой которой была часть шоссе Москва-Петербург. По ней была проложена главная улица Миллиона. Второй осью города стала Волга.
Все улицы, пересекающие главную улицу Твери, обязательно выходили к реке, и это служило естественной вентиляцией города. От центральной площади 3 лучами расходились улицы, образовывавшие центр Твери. Ее доминантой была Соборная площадь с древним кафедральным Спасо-Преображенским собором и монументальной колокольней, видной отовсюду. Площадь украшал великолепный императорский путевой дворец. В 1844 году на главной улице Твери уже стоял прекрасный, строгий, изящный дом дворянского собрания, построенный при губернаторе Якове Дмитриевиче Балаговском, благодаря которому Шуманы оказались в Твери. Дом тверских губернаторов расположен совсем рядом с дворянским собранием. Шуманы подружились с Балаговскими в Петербурге. Он бывал на их концертах, приглашал в свой дом на обеды, его красавица-дочь играла на фортепиано, и Роберт Шумен высоко оценил ее мастерство. Балаговский был знаком с Пушкиным, так как они с поэтом были членами Петербургского английского клуба. А 8 апреля 1834 года в 2 часа дня Пушкин по случаю пожалования в камеру юнкеры был представлен императрице Александре Федоровне. Среди тех, кто тоже был отвлечен императором, было еще несколько человек, в том числе лицейский товарищ Пушкина Вольховский и Балаговский. Пушкин написал об этом в своем дневнике, добавив, что Балаговский очень критичен по отношению к беспорядкам, которые творятся в Одессе, резиденции генерал-губернатора Новороссийского края Михаила Семеновича Воронцова. Но, с другой стороны, он очень хвалит жену губернатора Елизавету Ксаверину. Пушкин с удовлетворением отмечает эту позицию Балаговского, служившего начальником таможенного округа в Одессе. Поэту памятен был конфликт с Воронцовым, закончившийся ссылкой в Михайловское, и мучительная любовь к Воронцовой, которая отозвалась в его творчестве целым рядом блистательных стихотворений. Балаговский мог быть интересен Пушкину и как один из самых активных участников ликвидации последствий наводнения 1824 года в Петербурге, описанного Пушкиным в «Медном всаднике». За это Балаговский получил орден Святого Владимира IV степени. С 1837 по 1842 годы Яков Дмитриевич Балаговский был тверским гражданским губернатором. Ему вновь пришлось бороться с наводнениями. Весной 1838 года он успешно справился с половодьем, возникшим из-за разлива реки Тьмаки. Правда, кардинально этот вопрос решился только через несколько десятилетий, когда городской голова, купец Алексей Головинский, построил на свои деньги дамбу за Тьмачей, знаменитый Головинский вал. Зато именно при губернаторе Балаговском в 1839 году была учреждена первая региональная газета «Тверские губернские ведомости». Первый номер стал достоянием читателей 19 января. Газета, которая сейчас называется просто «Тверские ведомости», до сих пор информирует жителей Тверской земли о происходящем в мире и в губернии. Видимо, тогда же, в годы губернаторства, приобрел Яков Дмитриевич Балаговский имение Дорошиха, принадлежавшее прежде Теплякову. Земли имения сейчас уже вошли в черту Заволжского района города Твери. Об имении сейчас напоминает улица Дорошихинская, остатки усадебного парка со старинными ивами, прудом и старинный дом. Возвращаясь к 27 и 28 марта 1844 года, последним дням, проведенным Шуманами в Твери, следует упомянуть о 2 концертах, которые Клара дала в Твери для близких людей, семьи Карла Карловича и его друзей. На прощание Карл Карлович подарил родственнику красивый болгарский халат, шапку с длинной кисточкой и русские туфли. Об этом писала Клара в дневнике, а ей самой был подарен самовар. На обратном пути из Москвы в Петербург родственники опять встретились ненадолго. Карл Карлович проводил брата на лодке на другой берег Волги, разлившейся из-за половодья, и уже там они распрощались навсегда.